Как женщине полюбить свою внешность, принять себя? Ведь на самом деле любовь начинается с принятия себя, когда ты уходишь от внутренних конфликтов и всю ту энергию, которую ты тратишь на разрешение этих внутренних конфликтов, начинаешь транслировать на развитие, достижение результатов в жизни, отношения и так далее, и так далее. И действительно, я в своей практике очень часто встречаюсь с женщинами, которые себя не принимают. Это непринятие себя распространяется на отношения с мужчиной, когда и мужчина не принимает женщину. Ведь непринятие себе заставляет другого человека относиться к нам ровно так же, как мы относимся к себе. И оказываемся в западне самой настоящей. Когда женщина не принимает себя, я приведу вам элементарный пример. Женщина не принимает свою внешность и при этом пытается заставить мужчину различными способами делать ей комплименты, вынуждает его принимать ее вот такой, как она есть. То есть она за счет другого человека пытается прийти к принятию себя. Это абсолютно не рабочий инструмент. Вот в этом видео мы с вами разберем такие важные ключевые моменты, на которые нужно обратить внимание, если вы действительно хотите полюбить свою внешность, принять себя и жить полноценной счастливой жизнью. Первое. Давайте начнем с внешности. Вы можете быть недовольны тем, как вы выглядите. Например, вы слишком полная женщина, такая упитанная, жирненькая, либо очень худая, и вас это тоже очень сильно смущает. И здесь, безусловно, нужно подойти к решению вопроса с двух сторон. И исключить психологические и психические нарушения и, конечно же, физиологические нарушения. Безусловно, ваша задача проконсультироваться со специалистами, с эндокринологом, возможно, это гормональные нарушения, может быть, это нарушение в питании вашем. Если мы понимаем, что все здорово и замечательно, и мы не обнаруживаем иных причин для того, чтобы ваше тело было в абсолютно нормальном состоянии, где вы его принимаете, мы ориентируемся на психотерапию, которая действительно может обнаружить вторичные выгоды, какие-то страхи ваши, установки, убеждения для того, чтобы навести порядок с вашей внешностью. Я, например, очень часто встречал людей, которые за счет обжорства и бесконтрольного употребления пищи, различные расстройства питания, компульсивное переедание и так далее, которые за счет обжорства удовлетворяют свой эмоциональный фон. То есть они употребляют продукты, которые способствуют выработке определенных гормонов и чувствуют себя временно счастливыми. Встречал людей, которые живут в состоянии аутоагрессии, когда они себя мучают и издеваются над собой какими-то изнурительными диетами, не доедают, у них кружится голова, они падают в обмороки, то есть они себя наказывают вот таким образом. Поэтому здесь очень важно понять и определить для себя, в чем состоит проблема, корни этой проблемы. Это нарушения физиологические, либо это нарушения, которые можно решить при помощи психотерапии. Вот я приведу очень простой пример. Приходит девушка, очень полная, прям очень полная. Она весит за 120 килограмм, а ей всего 24 года. Естественно, у нее дефицит общения с мужчинами. Мужчины на нее не реагируют, она замкнута, она не пытается взаимодействовать с мужчинами, общаться с ними. Выясняется, что она воспитывалась в гиперопекающей семье, где была только лишь одна мама. И мама пострадала от поступков и действий этой девочки. Каким образом? Папа нашел себе любовницу, изменял маме. Мама пыталась отбить его от этой любовницы, выясняла с ней отношения, ходила к ней домой. Иногда даже были ситуации, когда сама девочка сталкивалась с ситуациями, где мама и любовница выясняли отношения вплоть до драки. И, безусловно, у мамы, которая осталась одна и больше не выстраивала отношения с мужчинами, сформировалось стойкое убеждение, что мужики это козлы, мужчинам доверять нельзя, мужчины изменяют, и вообще быть в отношениях с мужчиной небезопасно. Она, сама того не подозревая, мама, начала использовать очень интересный психологический прием для того, чтобы обезопасить свою дочь
от таких же переживаний, которые прожила она, от предательства, от измены, она начала ее закармливать. Она превратила своего ребенка в очень полного, пухлого, который перестал быть интересен окружению. То есть, эта девочка страдала от дефицита внимания в маленьком возрасте, потому что она была толстенькая, и дети постоянно ее дразнили. Корова жирная, свинья, там еще кто-то, и с ней никто не хотел дружить. После того, как она выросла, у нее начались проблемы, как я уже говорил, в общении с мужчинами. То есть мужчины на нее вообще никак не реагировали. При этом мама еще одевала ее как мальчика и превратила ее в такое вот создание непривлекательное с сексуальной, женственной точки зрения. Почему? Потому что она переживала, что ее дочь вырастет и столкнется с предательством. И чтобы этого не пережить, лучше избежать отношений с мужчиной. И представляете, вот в таком состоянии эта взрослая девушка находилась до момента начала психотерапии. И удивительным образом, я вам скажу, что без приема каких-либо препаратов, без применения какой-то гормональной терапии, эта девочка сбросила вес до нормы исключительно благодаря психотерапии. Почему? Избавилась от защитных механизмов, а лишний вес в том числе может отражать внутреннее желание защитить себя, привела свой вес в порядок, вышла замуж, родила ребенка, не прибегая ни к каким диетам, находится до сих пор в абсолютно нормальном физическом состоянии. Я вам больше скажу, у меня на программе «Удобно или уникально», когда мы разбираем различные формы психологических защит, очень многие девушки обнаруживают изменения в своей внешности и в весе. Кто-то начинает скидывать лишние килограммы, кто-то наоборот добирает нужные килограммы и приводит свой вес в норму. Поэтому я вас настоятельно прошу подходить к принятию себя не с позиции поверхностных рассуждений. Сейчас в интернете можно много найти информации, где написано «пойми, что ты индивидуально, поверь в себя» и так далее. Это все поверхность. Есть очень глубокие, скрытые причины, до которых каждой женщине необходимо добраться. Если мы даже, например, говорим про принятие себя, родительские установки тоже могут действовать. Мама и папа внушали ребенку, что он какой-то не такой. Вот девочки свои говорили, да кому ты такая нужна? Тоже мне звезда нашлась. Красавица. Какая ты красавица? Успокойся. И девочка действительно может сомневаться в том, что она красивая, в том, что она интересная. Ведь если взять, например, отношения с родителями, допустим, мама может сказать 200 раз девочке, что она красивая, это влетит в одно ухо, в другое вылетит. Папе достаточно один раз это подчеркнуть в своем ребенке, и она будет жить с полной уверенностью, что она действительно красотка, и она будет принимать свое тело. Ведь очень часто родительская педагогика, особенно мы берем семьи, где девочек наказывали физически, били, либо, например, девочки жили в тактильной недоступности, то есть родители не обнимали своего ребенка, не целовали, не гладили, у них формируется синдром выключенного тела, когда мысли живут отдельно, а тело живет отдельно. Когда тело женщина не принимает, потому что оно является источником негативных и неприятных состояний. А почему такое может происходить? В детском возрасте ребенок проживает стресс. Стресс – это, безусловно, реакция гормональная. Это абсолютно естественная реакция организма. Это и повышение артериального давления, это повышенное сердцебиение, это влияние гормонов стресса на организм, это неприятные ощущения в теле, это страх, все что угодно. И для того, чтобы не испытывать таких состояний, человек может просто-напросто отрекаться от них. И, естественно, сейчас, когда вы уже взрослый, вы просто не принимаете своего тела, не находитесь с ним в контакте. У многих девушек формируется алекситимия. Я вот на программе «Я такая одна, удобная или уникальная» об этом очень подробно рассказываю. О том, как женщине снять блоки психоэмоциональные, которые приведут ее к принятию себя и своего тела, своей внешности. Как не уходить в состояние аутоагрессии. Поэтому я еще раз хочу напомнить, что
Под этим видео есть ссылка на регистрацию. Переходите по ней, регистрируйтесь на программу «Я такая одна, удобная или уникальная». И из любой точки мира абсолютно бесплатно принимайте участие. Следующий шаг – это когда мы навели порядок в своей психике, разобрались со своим здоровьем. Это, конечно же, отфильтровать навязанные стандарты красоты. Дело в том, что сейчас с развитием социальных сетей, YouTube, Instagram, телевидение, видеоклипы, мы можем обнаружить, как нам навязывают определенные стандарты. Вот я когда был молодой, помню, был такой канал, что с Fashion, Fashion TV, что-то такое было. Если вы помните, поставьте лайк этому видео. Значит, и там одно время показывали очень худых моделей. Они были настолько худые, что, да, например, мой папа, он сидел и смотрел и говорит: «Господи, да кто ж на такую женщину посмотрит, да что это такое?» И женщины возмущались. То есть навязывался стандарт худобы. И общество начинало этому стандарту соответствовать. Сейчас вы можете заметить, как, например, уже показывают моделей полненьких, да, когда есть женщины полные, и показывают, как они рекламируют нижнее белье. Но в любом случае нам по какой-то причине навязывают, женщинам навязывают определенные стандарты. Вы должны понять одну простую вещь. Вот сколько людей, столько и предпочтений. Есть люди, которым нравятся полные женщины. И мужчины, например. Есть мужчины, которым нравятся худенькие женщины. Вот у моего папы есть друг, не буду там называть имен, фамилий. Он был женат, у него была жена стройненькая. Но он не мог понять, почему его постоянно тянет налево. Он изменял ей, изменял с полными женщинами. Сейчас он живет с полной женщиной, которая весит килограмм 160, представляете? И он говорит: я никогда в жизни не думал, что мне будет так хорошо. Я кайфую, мне нравится, я просто в восторге нахожусь. И здесь очень важный момент. Вы никогда не будете соответствовать ожиданиям других людей. Вот, например, если мы берем разные культуры, да, допустим, прилетаем в Венесуэлу, остров Маргарита. О, ты что, там, если сидят ребята на лавочке, покуривают сигаретки, и мимо проходит женщина вот с такой задницей, они: о, мамасита, для них это просто космос, да. Возьмем афроамериканцев, у которых тоже есть определенные стандарты красоты. И мы обнаруживаем, как мужчины, афроамериканцы, просто сходят с ума по полным женщинам и женятся на них, и счастливы, и все прекрасно. Берем другую культуру, там уже менее востребованы женщины полные. Вот если даже, например, взять Россию, да, в принципе, это страна худых женщин, чтобы вы понимали, статистически. Откуда такая статистика? Это статистика из швейной индустрии производственной. Я вот сейчас начал заниматься производством одежды, и вот видите, на мне футболочка, скоро они будут тоже уже, и не только футболки, прям целая линейка одежды в продаже. Но я когда в этот мир окунулся, статистически, в соответствии с запросами на размеры одежды, промышленная индустрия, швейная, производственная, со стопроцентной гарантией утверждает, что Россия – это страна худых женщин. Да, есть полные женщины, но в большей степени, исходя из потребностей в размерный ряд одежды, это худые женщины. Так вот, вы должны понимать это, что есть определенные навязанные стандарты. Эти стандарты не должны управлять вами. В каком случае стандарт управляет человеком? Если у вас нет своего четко сформировавшегося мнения. Если вы зависимы от мнения других людей. Если вами можно управлять. Это говорит о чем? Это говорит о низкой самооценке. Это говорит о неуверенности в себе. Это говорит о том, что вами легко манипулировать. Женщина, которая прошла программы Марка Бартона, а особенно бесплатную программу «Удобная или уникальная», ссылка на которую находится под видео, она никогда не будет ориентироваться на общепринятые нормы и стандарты. Она будет ориентироваться исключительно на себя, потому что у нее есть четкое понимание, кто я, как я выгляжу, нравлюсь себе, люблю себя, принимаю себя. Вот такой, какая я есть. Следующий важный момент – это, конечно же, изменения, которые вы вносите за счет внедрения абсолютно новых привычек. Что это за привычки? Это, конечно же, привычки, связанные со здоровым образом жизни, активный образ жизни, спорт и, безусловно, психотерапия.
Если вам что-то не нравится в вашей внешности, это действительно работа, связанная с психотерапией. Это действительно внедрение привычек следить за собой. Но трудно себе представить человека, который мало двигается, ничего не делает и при этом находится в хорошей форме. Правда? Но опять же таки, вы можете задать вопрос, а если мне не хочется ничего делать? И с этим сталкиваются женщины. Она смотрит на себя в зеркало, она понимает, что она себе не нравится, но она идет в это переедание. Она не занимается спортом, она абсолютно ничего не делает. У нее нет энергии, у нее нет мотивации, ни внешней мотивации, ни внутренней мотивации. Она просто обездвижена, такая женщина. В чем она нуждается? В психотерапии. Исключительно. Вот вы замечали когда-нибудь в компаниях людей, которые, допустим, там, девушка полненькая, но при этом она принимает себя, она абсолютно со здоровой самооценкой, она взаимодействует с людьми так, что на нее приятно смотреть, с ней приятно проводить время, с ней приятно общаться, она привлекает тебя к себе. По какой причине? Потому что она вот такая. Она в принятии себя живет. Либо люди, у которых там есть определенные особенности во внешности. Нестандартный нос какой-нибудь, либо уши, либо руки. И они тоже в принятии себя находятся. И ты иногда поражаешься, как человек, вот такой, он транслирует абсолютную уверенность в себе. И я часто сталкивался в терапии с людьми, которые делали себе десятки пластических операций. Меняли носы, уши, губы, грудь, бедра. Но ничего у них не менялось. Они не принимали себя. И когда ты смотришь на таких людей, ты понимаешь, что это уже, во-первых, зависимость, постоянно вносить какие-то изменения, улучшать себя. Но эта зависимость никогда не закончится, пока этот человек не пойдет в психотерапию. И я еще раз повторю, что принятие себя начинается в первую очередь с психотерапии. Потому что и переедание, и обжорство, и различные формы зависимости, и лень, и апатия, и депрессия, они напрямую взаимосвязаны с психикой нашей. А психика напрямую взаимосвязана с биохимическими процессами. И наша задача не просто рассуждать, а посмотреть на вторичные выгоды, почему мне выгодно быть толстой, либо сильно худой. Почему я переедаю или почему я недоедаю. Почему я использую свою внешность как инструмент психологической защиты. Как мне справиться с синдромом выключенного тела. Вот я приведу очень простой пример. Телесно-ориентированная психотерапия очень подробно дает объяснение тому, как блоки в теле женщины могут влиять на ее жизнь. И, например, женщина с блоками в теле – это женщина с установками и блоками в своем сознании. Это женщина, которая не способна воссоединиться со своей сексуальной женской энергией, со своей женственностью, со своими интересами, ценностями. А она делает все возможное, чтобы избежать этого соприкосновения. И, например, у себя на программе «Я такая удобная или уникальная» у нас есть целый вебинар, связанный с телесно-ориентированной психотерапией, где я рассказываю о том, как блоки формируются, как они влияют на самооценку женщины, как они влияют на непринятие собственного тела. Вот достаточно того, чтобы у вас был брюшной и тазовый блок, для того, чтобы вы не принимали себя. Более того, женщины с непринятием себя, своей внешности, очень часто находятся в непринятии жизни и образа жизни других людей. Вы остро реагируете на то, как живут другие люди, как они себя проявляют, как они себя позиционируют. Почему? Вас начинает остро раздражать то, что другие люди себе позволяют, то, чего не можете себе позволить вы. Я, знаете, какую штуку очень классную замечал? Полная женщина стоит в магазине, и продавец, допустим, женщина надевает на себя какое-то платье, там кофту, либо юбку. Продавец произносит удивительную фразу всегда. Вам очень идет и даже стройнит. Да, то есть эта вещь подходит к вам и придает вам более элегантный вид. И такие женщины бессознательно, выбирая себе одежду, ориентируются на что? Чтобы внешние факторы скрывали их непринятие себя. То есть вы себя не принимаете, и вы выбираете гардероб таким образом, чтобы скрыть свои недостатки
Вы их воспринимаете как недостатки. То есть вы не подчеркиваете свою женственность, не показываете ее, а пытаетесь скрыть свои недостатки. Но при этом психологически даже не подозреваете, что когда вы скрываете недостатки, вместе с недостатками вы скрываете все остальное. Это как употребление антибиотиков. Когда вы употребляете антибиотики, когда заболеваете, что происходит? Вы уничтожаете абсолютно все, что можно уничтожить. И хорошее, и плохое. Там же не погибают какие-то бактерии, только плохие. Там погибает все. Именно по этой причине вам доктор параллельно назначает употребление каких-то бифидобактерий. Организмов, которые будут размножаться в вашем организме, чтобы ваша пищеварительная система не страдала, чтобы вам не было плохо. Их туда искусственно подсаживают. Представляете? А что такое антибиотик? Антибио, антижизнь. То есть это равно противоположное жизни. А это психологический антибиотик, который вы используете, когда себя не принимаете. Вы за счет внешних факторов пытаетесь уйти от собственной презентации этому миру. И ваше состояние еще сильнее усугубляется. То есть вы скрываете себя от этого мира и на основании этого усиливаете свое непринятие себя. Поэтому, дорогие мои, как бы вы ни выглядели, очень худая, и вам это не нравится, очень полная, и вам это не нравится, вы классные, вы крутые, правда. И мне очень хочется, чтобы вы эту крутость свою почувствовали. Избавили себя от лишнего груза, который мешает вам заявить себя этому миру. Почему? Потому что тот уровень счастья, которого вы можете достичь, он, возможно, сведет вас с ума, а вы этого боитесь. И я предлагаю вам свою помощь. Предлагаю помощь для того, чтобы вы почувствовали весь кайф от этой жизни и кайфанули от себя. Представьте себе, вы одна такая. Удобно или уникально? А почему программа называется «Удобная или уникальная»? Не потому, что я хочу, чтобы все женщины воссоединились с какой-то божественной энергией. Я уникальна. Вы же действительно уникальны. Вы действительно уникальны по своей природе, по тем процессам, на которые рассчитан ваш организм. Процессы, которые неведомы мужчинам. И эта уникальность, она познается женщиной через изучение себя. И вот на программе «Я такая одна, удобная или уникальная» я вам рассказываю о вас. Рассказываю с позиции, с которой вы еще никогда этого не слышали. Поэтому познакомьтесь с собой, становитесь счастливыми.